Всем привет! Хочу поделиться с вами одним из способов вязания идеального круга. Мне он очень понравился, и этим способом очень красиво получатся круглые сумочки, например. Итак, в кольцо амигуруми мы провязываем 6 столбиков, но 6-й столбик, он провяжется немножечко по-другому, закончится, вернее, по-другому, поэтому пока мы вяжем 5. 1, 2, так, 2, 3, 4, 5. 6-й столбик. Перед тем, как его провязать, немножечко затянем хвостиком. Тянем. Колечко затянем чуть-чуть, буквально, чтобы можно было еще провязать 6-й столбик. Что мы делаем? Мы захватываем рабочую нить, но не провязываем ее. Беремся за верхушку первого столбика в этом ряду, первый столбик, за заднюю петлю верхушки первого столбика. За заднюю петлю берем рабочую нить и протаскиваем сквозь все петельки на крючке. Таким образом мы связали 6-й столбик и присоединились к ряду. Соединились. И этот способ дает нам законченный круг. Дальше. Второй ряд. Во втором ряду будем делать прибавки в каждый столбик. Вязать мы будем галочкой, узором галочка. Поэтому находим мы первый столбик, галочку первого столбика и провязываем в нее 2 столбика без накида. Дальше ищем второй столбик, галочку, и сквозь нее пропускаем крючок и провязываем 2 столбика. Немножко затянуть уже, можно хорошо затянуть даже. Вот. Это вторая прибавка. Дальше. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. Дошли до 6-го столбика. Здесь у нас будет прибавка выглядеть так. Значит, мы провязываем сначала 1 столбик, галочку, а второй столбик, прибавку, мы заканчиваем таким образом. Берем рабочую нить, протаскиваем, не провязывая, беремся за верхушку, за заднюю верхушку первого столбика, за заднюю полупетельку первого столбика, и сквозь эти все петли пропускаем рабочую нить. Соединили мы так второй ряд. Как видите, они получаются на одном уровне. Видите, да? Нету такого перепада. Если бы мы вязали спиралью каждый раз, у нас бы этот законченный последний столбик был бы выше первого немножко. А так они, можно сказать, почти на одном уровне. Дальше. Третий ряд. В третьем ряду мы будем точно так же делать прибавки в каждые столбики. И в третьем ряду у нас будет 24 столбика. Здесь у нас 12. И третий ряд у нас будет 24 столбика, так как мы будем прибавлять
делать прибавки в каждый столбик. Не пропуская ни одного столбика, стараемся заметить наш первый столбик, за который мы верхушку хватались, за заднюю полупетельку. И так провязываем до конца, доходим до последнего столбика прибавки. Вот, дошли мы до последнего столбика. Вот она наша прибавка в предыдущем ряду. В один столбик я сделала прибавку, и во второй столбик тоже делаем прибавку. Провязываем один столбик, а второй столбик мы, не довязывая до конца, беремся за верхушку первого столбика. Вот она наша первая прибавка. Первый столбик, полупетля верхушки, и хватаемся за нее, протягиваем сквозь все петли на крючке, делаем такое соединение. Вот, сделали мы так третий ряд. Четвертый ряд у нас будет вязаться без изменений. Мы в каждый столбик провязываем по одному столбику. Без изменений. Заканчиваю я этот ряд и покажу еще раз, как мы делаем переход на следующий ряд. То есть последний столбик мы провязываем так. Берем рабочую нить, протаскиваем ее, и за верхушку первого столбика беремся за полупетлю и протаскиваем сквозь эти все петельки на крючке, протаскиваем рабочую нить. Так мы переходим на следующий ряд. Либо мы так заканчиваем, когда у нас круг уже готов. Следующий ряд. Следующий ряд будем делать прибавки через раз. Провязываем столбик без накида и прибавка. Столбик без накида и прибавка. Первый столбик это тот, за который мы брались за полупетлю. Это наш первый столбик. Вяжем столбик без накида. Следующий столбик прибавка. Столбик без накида. Следующий столбик прибавка. Так вяжем до конца ряда. Я думаю, вам понятно, как я вам объяснила, да, как мы заканчиваем ряд, как мы переходим на следующий ряд. Не провязываем последний столбик, протаскиваем рабочую нить, хватаемся за полупетлю первого столбика и через все петельки пропускаем рабочую нить. Чтобы не потерять, если вам будет сложно найти этот первый столбик, вы можете цеплять за него маркер. Вот. Вяжем так до конца ряда. Провязала я этот ряд. Теперь следующий ряд мы вяжем без изменений. В каждый столбик провязываем по столбику без накида. И смотрите как, значит, принцип вязания такого круга. Мы делаем прибавки через ряд. Провязали мы вот ряд с прибавкой. Прибавка у нас здесь через столбик была. Следующий ряд вяжем без изменений. Затем мы делаем прибавку через 2 столбика. Провязываем мы этот ряд. И следующий ряд после прибавки мы вяжем без изменений. Затем мы следующий ряд вяжем опять с прибавками, но только уже через 3 столбика. Потом опять мы вяжем ряд без изменений. То есть прибавки делаем через ряд. Не ряд за рядом, да, как вяжется обычный круг. Каждый ряд с прибавками. А делаем его, прибавки вернее, делаем через ряд. И благодаря такому принципу вязания мы рядом без изменений сглаживаем вот эти вот места, где у нас прибавки. Они получаются немножечко, если вязать каждый ряд с прибавками, как обычно мы вяжем круги, то ряды вот эти, где прибавки, они начинают выступать, заостряться слегка. И благодаря вот этому ряду без изменений, который мы сейчас будем вязать следующий, сглаживается ряд. И, соответственно,
Этот способ дает нам возможность делать круг гладким по краям, ровным, без выступов. Чтобы закончить круг, если вы уже сделали его и вам надо отрезать нить, мы его заканчиваем как? Последний ряд. Провязываем последний столбик, как мы и вязали, протаскиваем рабочую нить, не провязывая ее до конца, беремся за полупетельку первого столбика и протаскиваем рабочую нить. Провязали, отрезали нить, протянули ее, вытянули ее, и за следующую петельку, не вот эту, в которую мы брались за полупетлю, да, мы ее пропускаем, и за следующую петельку, в следующую, протаскиваем крючок сзади, берем рабочую нить, продеваем ее сквозь эту петлю, и сзади беремся за перемычку, вот, и проводим крючок в петлю, откуда у нас шла рабочая нить, и туда же обратно вводим ее, тем самым сделав цепочку, закончив. Вот так вот заканчивается этот ряд. Заканчивается, в общем, круг. Если вам надо его закончить, таким образом его можно закончить. Получается не так заметно, и круг получается, вот края круга получается, можно сказать, почти ровными. Нету такого вот перепада, при котором будет заметен перепад, если бы мы вязали только спиралью и обычной спиралью. Вот так вот можно закончить круг. Я связала круг, диаметр, который мне нужен. Так как я хочу сделать из такого круга, буду делать сумочку по такому принципу. Я уже начала ее вязать, я сделаю на видео по этой сумочке отдельно. Вот. И заметьте, да, что круг у нас получается идеальным, аккуратным. Здесь просто вот этот переход, он немножко у меня последний ряд заметен, так как я вязала здесь потом, делала наверх переход, захватывала. Поэтому здесь немножечко у меня стало видно. Можно здесь по-другому еще идти наверх, но это уже совсем другое видео будет. В данный момент мы делаем круг. И что хочу сказать по такому кругу. Он мне понравился тем, что соединение здесь, переход на следующий ряд, очень простой. Нету сложностей, нету трудностей, чтобы вводить крючок, чтобы начать следующий ряд, чтобы он получился гладким. Очень простой. И, соответственно, сами ряды, сам крайний ряд получается ровным. Последний ряд будет ровным. Какой бы он ни был у вас он по счету, он всегда будет ровным. За счет того, что мы вяжем ряд без изменений после прибавок. Вот. Мне понравился такой способ вязания. Вот. Спасибо, что вязали вместе со мной. Будем вязать такую сумочку из такого круга. Сделаем видео по ней. Я думаю, что получится аккуратная сумочка. В общем, посмотрим, какая сумка будет с такого круга.